Большинство людей на планете считают, что доллар – это реальные деньги, что их государственная валюта – это реальные деньги. В этом видеоролике мы расскажем, почему доллар и другие государственные валюты – это не настоящие деньги, а биткоин – действительно реальная валюта и имеет ценность. Так в чем же отличие между реальными деньгами и государственными валютами? Государственные валюты являются средством обмена, расчетной единицей и обладают следующими свойствами. Портативность, делимость, заменяемость. Заменяемость означает, что 10 долларов у меня в кошельке равняются тем же самым 10 долларам в вашем кошельке на другом конце планеты. Настоящие деньги имеют все те же свойства, плюс два дополнительных, которых у государственных валют нет. Это долговечность и возможность сохранять ценность в течение длительного времени. Давайте для примера возьмем золото и биткоин, настоящие деньги. И золото, и биткоин являются средством обмена. Также это и расчетная единица, так как одна золотая монета или один биткоин имеет одинаковую ценность во всех точках планеты. Золото долговечно. Золото используется как деньги уже на протяжении 5000 лет и является деньгами до сих пор. Биткоин – это новые деньги, которые будут так же долговечны, как и золото, пока существует интернет. Назревает вопрос, а с чего вы решили, что биткоин будет долговечен как золото и будет использоваться так же, как и золото? Золото и биткоин ограничены в количестве. В течение 5000 лет золото используется в качестве денег, в качестве средства обмена, в качестве актива, который не теряет ценность со временем. Почему? Золото имеет ценность, потому что его запасы ограничены. Чтобы добыть золото, обработать, очистить, выплавить слиток, необходимо потратить определенное количество ресурсов. Ничего не напоминает? Также работает и биткоин, для добычи которого используется Proof of Work. Биткоин, как и золото, ограничены в количестве. Нельзя взять и просто создать несколько миллионов биткоинов, как это делают государства со своими валютами. Золото портативно. Вы спокойно можете носить несколько унций золота у себя в кошельке, которые будут иметь довольно высокую ценность. Биткоин невероятно портативен, так как это цифровая валюта, и вы можете хранить любое ее количество у себя на телефоне или на флешке. Золото заменяемо. Золото имеет абсолютно одинаковую ценность во всех регионах планеты. Биткоин обладает таким же свойством. Один биткоин равен одному биткоину, один сатоши равен одному сатоши. Но некоторые люди могут поспорить, сказав, что биткоин имеет огромную волатильность, и при отправке он может потерять в цене. Транзакция в сети биткоин подтверждается всего несколько минут, и даже если за это время биткоин изменится в цене, со временем волатильность утихнет. Золото делимо. Золото можно делить. Безусловно, эта процедура не из легких, если вы решили делать это сами, но в любом случае золото обладает свойством делимости. Биткоин обладает колоссальной делимостью, он имеет 8 разрядов после запятой. Минимальное количество биткоина, которое вы можете отправить, составляет 1 10-миллионная биткоина. Золото на протяжении 5000 лет не теряет свою покупательную способность. Биткоин относительно новая валюта, но мы уверены, что он сможет поддерживать свою покупательную способность на протяжении долгого времени. Существует огромное количество государственных валют, не подкрепленных золотом, которые упали до нуля. Эдисон Виген проводил эксперимент с государственными валютами. Он классифицировал исторические государственные валюты в алфавитном порядке. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. За короткий период времени он прошелся по более чем 600 валют, и все они упали до нуля. Доллар является официальной государственной валютой Соединенных Штатов Америки более чем 100 лет. Но вы действительно думаете, что после падения всех остальных государственных валют, доллар будет первой валютой, которая не упадет? Еще не существовало ни одной государственной валюты, которая бы не потерпела крах спустя время. Настоящие деньги имеют свойство сохранять ценность в течение длительного времени, как это делает золото и как это будет делать биткоин. Если мы посмотрим на график покупательной способности доллара, то увидим, что с момента его первого выпуска в 1913 году он потерял более 95% своей стоимости. Изначально доллар был подкреплен золотом. Каждая купюра являлась эквивалентом золота. Это означает, что вы могли прийти в банк и обменять доллары на золото в указанном эквиваленте. Затем, в 1944 году была принята Бреттон-Вудская система, которая жестко фиксирует цену золота – 35 долларов за тройскую унцию. Затем, в 1971 году президент Никсон отменяет золотой стандарт, и доллар больше не подкреплен золотом. Государство может печатать бесконечное количество банкнот, которые не имеют никакой ценности. Сейчас, в 2018 году, доллар потерял всю свою изначальную ценность. Разница между государственными валютами и настоящими деньгами в том, что настоящие деньги должны иметь свойство сохранять ценность и покупательную способность на большом промежутке времени. Государство, чтобы защитить свою ненастоящую валюту, приравнивает золото к классу активов, а не к деньгам.
Государство постоянно критикует биткоин, относя его к мошенничеству или же к средству для покупки незаконных товаров, таких как наркотики, оружие и так далее. Но не забывает о том, что наличные деньги использовались для незаконной деятельности всегда и используются до сих пор. Рынок оружия и наркотиков по всему миру огромен, и использование государственных валют на этом рынке намного больше, чем биткоина. Государство всегда будет защищать свою централизованную валюту и не признавать биткоин, так как биткоин не подвластен государству. Очень рекомендуем посмотреть на нашем канале документальный фильм про биткоин и технологию децентрализованных платежей. В данном фильме затрагиваются очень важные темы, касающиеся текущей финансовой системы, государств и криптовалют. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.